Вы знаете, Вячеслав Короленков – это известная величина в нашей стране и за рубежом. Далеко за ее пределами, это правда. Поэтому мы написали Вячеславу о том, что мы бы очень хотели привезти его в Нижний Новгород, потому что вот его все знают и были удостоены того, чтобы увидеть его работы, а в Нижнем Новгороде они не были представлены. Мы очень хотели познакомить нижегородцев с творчеством этого замечательного художника. И, безусловно, мы крайне рады, что он согласился и приехал в наш город. И мало этого, привез совершенно эксклюзивные новые произведения, которые действительно могут радовать наших коллекционеров и зрителей. Это настоящее воспевание света, солнца, ласки, любви. И все это та формула, которая необходима человеку для того, чтобы жить, работать и чувствовать себя счастливым в этой жизни. И когда живопись дарит это счастье, когда она открывает свет, внутренний свет, и отражает его сама, то это то, что необходимо каждому зрителю. Это то, что открывает наши сердца навстречу настоящему искусству. Сколько работ здесь представлено, как долго нижегородцы, как долго есть возможность с ними познакомиться? Вы знаете, мы на самом деле думали, что будет меньше работ. Мы говорили о неком количестве, которое меньше того, что здесь представлено на выставке, но все происходит в свое время. И мы благодарны художнику, что он показал нам последние серии своего творчества. Поэтому на выставке сейчас представлено более 40 работ, и, соответственно, зритель может познакомиться с разным видом и с разным направлением творчества художника. Здесь и пейзажные серии, фигуративная живопись, здесь и летние, и зимние пейзажи. И все это дарит в целом абсолютно уникальные и очень приятные ощущения. Почему нижегородцам стоит увидеть работу Вячеслава? В последние годы нижегородцы привыкли к лучшему. Мы не прерываем эту тенденцию и стараемся привозить действительно художников знаков, художников не просто всероссийских известных, но с мировым именем. И тех, кто действительно тонко, чувственно и очень мастеровито передает особенности того русского искусства, которым восхищается весь мир. Недаром именно импрессионизм покорил и Европу, и обе Америки, и сейчас плотно покоряет Азию. Потому что русский импрессионизм, школа русского импрессионизма – это настоящее отражение русской души. Это очень грамотная, очень тонкая, очень мастерская работа, которая движет художника в сторону передачи чувств, эмоций, невероятной красоты русской природы, русских людей, русской души. То, из чего рождались произведения литературы, балета, оперы и, конечно же, продолжают рождаться произведения изобразительного искусства. Невероятное обаяние русской культуры, оно заключено в этих работах. И поэтому оно, конечно же, не оставляет равнодушным весь мир. Я думаю, что нижегородцам будет очень интересно приобщиться. Я иногда смотрю ваши педагогические опусы. Что меня восторгает и восхищает, это простота языка. Вот как вы объясняете, как это все у нас, насколько это доходчиво. Непрофессионалы. То есть вот это вот кайфово. Большое событие, когда первая выставка художника на нашей площадке. Потому что уже наши постоянные посетители знают, что с Луной развестись нельзя, это на всю жизнь. То есть выставки, они становятся ежегодными или там биеннальными. Мы очень любим художников, с которыми мы работаем, и действительно каждая новая выставка, она открывает какую-то новую ступень, новую страницу. Но нет ничего вкуснее, чем открыть новую книгу. Пахнет она типографской краской, разрезать странички. Вот первая выставка нового для галереи художника – это всегда ожидание, это всегда волнение, это всегда замирание сердца и совершенно непередаваемые эмоции, когда пришли работы, мы их распаковываем, и сердце замирает. И ты понимаешь, что все, что ты думал, все, что ты ждал, оно не так, все гораздо лучше. Вот. Еще, конечно, галерея обладает своим особым свойством, и
картины не смотрятся так в фотографиях и в упаковках, так как они смотрятся на стенах. Как бы галерея камерная, она обладает своим характером, она накладывает очень такой отпечаток. И действительно работы, которые такие цветоносные, такие объемные, они как окна, открывающиеся в мир. Мир очень интересный, мир очень, с одной стороны, простой, но что здесь сложного? Радость, счастье, солнце, красота. Но, наверное, тот мир, которого нам очень сильно не хватает. Поэтому очень рада приветствовать здесь художника Вячеслава Короленкова. Художник непростой. Да, непростого. Вообще, галерея «Луна» очень любит импрессионизм. Так получилось классически и как-то исторически, что у нас достаточно большой пул художников, которые работают в жанре импрессионизма. Это такие современные импрессионисты. Там Гарин выставлялся у нас в музее вместе с Коровиным, как представитель современного импрессионизма. Но, знаете, мне кажется, что вот в течение нашего творческого пути, вот как у художника есть какие-то вехи развития, есть творческий путь. Вот сейчас мы, наверное, на венце этого развития, потому что, конечно, Вячеслав Короленков достиг в фигуративном искусстве этого великолепного мастерства. Это высокий мастер, это виртуоз. Виртуоз мазка, цвета, чувства, страсти. И вот эта страсть, помноженная на нежность, ласку, ощущения очень тонкие и какие-то пограничные состояния абсолютного спокойствия и в то же время волнения. Вот этот какой-то удивительный коктейль, он рождает эти ощущения. И мы еще сами не успели во всем разобраться, ты только чувствуешь какой-то удивительный подъем, красоту в глазах и в душе, когда смотришь на работу. Но у нас монтаж сегодня только произошел. И мы в этом пространстве только пожили. Но все равно ощущение абсолютно потрясающее. Это настоящий импрессионизм. Это то, что тебя взбудоражило, и ты пытаешься догнать, почему. Почему? Красиво, но это как-то банально просто. Но здорово, мастерски, тоже как-то не то. А именно потому, что это еще и очень глубоко философски и сложно. Это то, что сказала Маша. И это-то и здорово, это вот этот вот удивительный симбиоз. Слава, спасибо за то, что ты согласился. Спасибо, что позвала. Да. А мне кажется, что это вообще неожиданно твое согласие. И то, Почему? Что я позвонила, потому что за плечами музеи, там, ЦДХ, выставки за рубежом. И тут вдруг Нижний Новгород, в котором художник никогда не был, не посещал. Да потому что слава-то идет о вашей галерее. Очень здорово, что на самом деле мы состыковались, и, как Маша сказала, правда, вот стоит только начать, мы тебя дальше-то не отпустим. Правда? А я и не уеду никуда. А он сказал, что сегодня уедет после Не уеду. Вообще. Когда что? На самом деле очень приятно, что Нижний Новгород растет в плане выставок, в плане способности воспринимать искусство, понимать искусство, ценить искусство. Мы уже долгие годы, страшно сказать, занимаемся галерейным делом в Нижнем Новгороде, и видеть на то, как люди приходят, как они смотрят, как они интересуются, как они совершенно по-другому оценивают. Вот на наших глазах уже выросли коллекционеры, скажем так, с первых ступеней до каких-то уже приличных коллекций. Это очень здорово. И мы очень рады открывать действительно новые, достойные для города имена. И поскольку это первая выставка, здесь, в Нижнем, мы решили сказать... Подарок, подарок он такой, что сегодня Луна просто горда тем, что у нас выставка Вячеслава, поэтому все покупки идут через художника. Вот, если хотите приобрести какую-то работу в коллекцию, то, пожалуйста, общайтесь с Вячеславом, мы как бы от этого устраняемся, потому что мы слишком довольны созерцанием, наконец-то, и вообще не хотим заниматься какой-то коммерческой деятельностью. Потрясающе. Спасибо. Слав, пожалуйста. Спасибо большое. А я хочу друзей спросить, кто-нибудь может сказать вообще, зачем вы сюда пришли? Если кто-то. Я мимо за холстом шел. Ты купил холст, нет? Да, он там.
есть все. Миш, скажи пару слов. Слава, во-первых, очень рад тебя видеть. Вот. Со Славой мы выставлялись в ЦДХ на протяжении лет, там, 5 или 7, наверное. Вот. Скажу, что художник мне вот хороших слов, как о человеке чувствую, в общем, о мастере, вот кроме замечательной девушки, добавить больше нечего. Все сказанное правда. Чувство, мастерство, профессионализм, мастер цвета. Мастер какие-то там пастельные оттенки вложить в масло, и причем люди восхищаются этим. Мне работы Славы были симпатичны еще до того, как я еще там десяток с лишним лет назад увидел его в интернете. Еще, Да ты что? слава богу, Постникова и Сережа, если помнишь, Ну, переписывались конечно. как-то. И вот, очень рад, что мы прошли некоторый совместный выставочный путь. И когда Ксюша позвонила, ты Славу Короленкова знаешь? Ну, знаю, конечно. Говорит, я обязательно приду. Спасибо, Миша. Вот. Спасибо, я очень рад тебе видеть. Спасибо, Миша. Кто-нибудь еще скажет пару слов? У нас есть 2 юных ценители живописи. Вообще, да, такой очень живой мазок, такой естественный, магический, да, прекрасно. Спасибо. Особенно если не пыльный там, да? Да, зимнее утро, это прекрасно. Спасибо. Глеб, Вообще, скажешь Слав, я что-нибудь? хочу сказать, что мы учимся у тебя. И пропустить такую выставку Ура. у нас, Спасибо. мне очень приятно пожать Спасибо. руку мастера. Ай, мне неудобно даже. Нет, это вообще А вы просто. видели? Для меня это Вы до этого видели? только в интернете. Это вот для меня вот это сейчас просто-напросто прям, я не знаю. Ура. Ну, это история про то, что всю неделю нам звонили люди и говорят, а можно мы увидим маэстро? Я говорю, а вы коллекционер? Он говорит, нет, ну а можно просто прийти? Я говорю, ну ладно, приходите. Ну, Ух, надо выпить. Кто еще скажет? Давай. Как я уже сказал, что мы с вами знакомы, не лично, а по видеоблогу. Собственно, тут могу похвастаться потом подписчикам, что завидуются. Уже точнее обзавидовались, что не все с Нижнего Новгорода. И, естественно, смотря этот блог, это, естественно, развитие, это, естественно, обучение. Я здесь с целью, тоже для личного развития. Потому что это очень важно, как бы там ты ни писал, успехи, неуспехи, прийти, посмотреть вживую на мастера, тем более, которым ты любовался в интернете, общался онлайн. Но это на самом деле очень сильное впечатление. Живьем лучше, чем в интернете? Конечно. А есть кто-нибудь, кто приехал из какого, из далека там где-нибудь, из ближней какой-нибудь там города, нет? Из ближнего Откуда? Дивеева. Из Дивеева. Ух ты. Да, с вами мы вчера общались в интернете. Понятно. Да, урок просила восстановить мне. Да, это вы приехали. Здорово. Я начинающая. Это сколько километров? 180 километров. Это ерунда. Да. А кто еще кто-то, да? Ну, я из Дзержинска, например. Дзержинск. Но сейчас уже в Нижнем живу. Спасибо, друзья, что приехали. А мы приехали из Африки, из Лагоса и сразу к вам. И всего на час. И опять потом в Африку. Нет, сюда уже. Спасибо.
Thank